Приветики! С вами Элис, и сегодня у нас на подходе новая игрушка под названием One11. В переводе 1.11. Это у нас будет визуальная новелла в жанре романтики и хоррора. Да, что-то наподобие, возможно, нашего любимого зайчика, но здесь мы играем за главного героя, который собрался посетить быстрые свидания. И мы знаем, во всяких сериалах быстрые свидания, сел за столик, пообщался, пересел к другому. Например, вот такое. Вот здесь что-то будет подобное, но здесь у нас будет дом, и в котором будут происходить страшные вещи, и будут пропадать люди. Так что надевай обязательно наушники, и возьми с собой покушать. И поехали! Так, у нас тут, кстати, есть не только русский язык, но и русская озвучка, так что я подмечу, что очень качественно это будет. Выберите сложность. Обычная и высокая. Билет в один конец. Нет, давай не будем брать билет в один конец. Не надо. Не надо. Мы и так не мастер по выживанию, так что давай справимся как-нибудь сами. Я чёчек взяла, потому что читать нам придется много, но вроде есть и озвучка. Выберите главу. Ага, и вот тут она маленькая написана. Глава номер 1, которая не нажимается. А, на домик надо нажать. Хорошо, прикольно. Ладно. Начать неожиданное приключение. А если я нажму нет, мы просто в главном меню вернемся или как? В этом мире можно искать все, кроме любви и смерти. Они сами тебя найдут, когда придет время. Амар Хайям. Я в сотый раз склонился над своим творением. Прошелся пальцами по стыкам, проверил прочность. Птичий домик имел кормушку, качели, круглый вход, украшенную обжигом и покрытую лаком крышу. Так, во-первых, мы можем осматривать так. Ариэль. Он русалочку любит. Давай мы громкость погромче сделаем, а? А то вообще не слышно. Да, тут можно даже подключить, кстати, Twitch и в прямом эфире делать опросики и выбирать какие-то решения. Поехали. Так, я не знаю, что это за кнопочки. Ага, журнал. А это что? Здесь можно отслеживать ваши отношения с персонажами в игре. Ваши ответы будут влиять на карму отношений к вам по ходу прохождения игры. Ага, это сейв, это лоуд, загрузить. Понятно. Я взял кисточку, чтобы пройтись краской вдоль стыков, как вдруг зазвонил телефон. А что вот это? Ладно, не то. Это, наверное, было громко просто. Я поднял трубку и представился. Хью Браун слушает. Хью, надеюсь, я тебя не разбудила? Ты не ответил на мой имейл. Еще диалоги еще громче. Давай сделаем. А музыку вот так вот. Боюсь, я слишком стара для таких технологий. А что там было? Приглашение на вечер выпускников. Все будут, как в старые добрые времена. Дома есть более легкие пути для самоубийства. Я бы с радостью, но дело не проворот. Что ты совсем заработался в край, нельзя же так. Ты когда последний раз виделся с одноклассниками, По-моему, после переезда ни разу. О, как я его понимаю. Это, кстати, одна из главных радостей переезда. Нет, все, приезжай к нам. Кстати, Моника тоже приедет. Помнишь, как ты носил ее розовый портфель в первых классах? Ты даже не представляешь, какой красавицей она выросла. Глаз не оторвать. По секрету, она очень хочет тебя увидеть. Да? Давай чуть погромче сделаю просто. А, и музыку чуть потише. Так, пришли ей мою фотокарточку и пусть успокоится. Надеюсь, в этот раз она без портфеля придет. Так вот, в чем тут дело? Хью, ну нельзя же так. Ты знаешь, что согласно исследованиям в браке люди живут на 10-15% дольше. Я пришлю тебе потом вырезку из журнала. Да, почему же? Хотя, наверное, я думаю наоборот. Стук в дверь спас меня от подробностей. Резко прервав разговор и подошел к двери и забрал почтовую рассылку.
Взял газету, пробежался по списку работ и вакансий. На обороте красовалось что-то новенькое. Быстрые свидания? Что это? Судьба или просто забавное совпадение? Проживая моя сестра по соседству, я бы точно знал, чьи это проделки. Насколько дольше живут в браке? На 10%? Пусть лучше посчитают, какая часть жизни уходит на поиск той самой, и сколько нервов потеряется в процессе. С другой стороны, краска на птичьем домике будет сохнуть не меньше суток. Угу. И я все не могу, нормально начать играть, да. Может и мне отвлечься? Отправиться на быстрые свидания, выбросить дурацкие мысли из головы, найти себе занятия. Пошли, отправимся на быстрые свидания. Это ж так классно и весело, наверное. Ну, у нас просто об этом-то и новелла. Так что не будем отходить от темы и вернемся. Я сел в поезд, который отправлялся прямиком к нужному мне месту. За окном высоких холмов! Зачем я это пропустила? Поезд прибыл на станцию вовремя. Приятно, что хоть что-то в нашем мире сохранило пунктуальность. Машинист отсалютовал гудком, и я начал спуск в низину. Погода стояла обычная для этого времени года. Теплый ветер не предвещал беды, хотя тучи на горизонте говорили об обратном. Узкую речушку пересекал старинный каменный мост. Некогда прекрасное сооружение нуждалось в реставрации, и камни стискались, а между ними поселилась вековая грязь. Казалось, власти нарочно не ремонтируют его, чтобы ветхость и архаичность моста привлекала туристов. Ну, кстати, довольно неровненько вышло, знаете. Идти. Давай направо. Налево мы не ходим. На парковке ютились десятки иномарок с заграничными номерами, автомобили сезонных туристов. Подул ветер, и я поднял воротник моей любимой единственной куртки. Возможно, стоило принарядиться, ведь многие встречают по одежде. Но, с другой стороны, современными дамами, помешанными на индустрии моды и уходе за внешностью, мы точно не сойдемся, и лучше сразу расставить точки над «и». Иди сюда, там котик. Мой поезд уехал, следующий прибудет только через час. Думаю, стоит дать шанс этому мероприятию. Ну ладно, пошли. Туда пошли. Асфальт резко оборвался. Кроны деревьев угрожающе сомкнулись над моей головой, а неубранная, запрошенная листвой тропинка резко пошла вверх. Не понимаю, почему сразу нельзя сделать на совесть и проложить достойную дорогу. Выкопать канавы под сток, украсить бордюры. Возникло жгучее желание соорудить метелку и обгородить местные тропы. Неужели людям плевать, что их парк пребывает в таком запустении? Крики чаек подсказывают, что побережье уже совсем рядом. Поднявшись на возвышение, я с удовольствием вздохнул влажный морской воздух. Вдалеке высился маяк, гордый и одинокий символ ушедшей эпохи, величественный памятник человеческого мастерства. Таким вдохновением зодчие созерцали свой труд, осознавая, что маяк переживает столетия, а значит, они оставили свой след в истории. Они не зря проложили жизнь. Прекрасный пейзаж портил большой трехэтажный ресторан в современном стиле. Почему он портил? Прекрасный пейзаж портил большой трехэтажный ресторан. В смысле? Он здесь очень красиво и хорошо смотрится, я с этим не согласна. В тени постройки на парковке стоял огромный джип, хозяин наверняка не из бедных. Наконец-то посмотри на дом. Значит, томительное ожидание в одиночестве отменяется, а я к нему так привык. Стрелка на часах прихожей указывала на 18:00. Рано, даже по моим меркам. Группа туристов в нелепых кепках даже не обратила на меня внимания. О, видишь, как они выделяются? Вот этим мне даже навылка приглянулась. Здесь на самом деле будет что-то вот такое красочное выделяться. Как по мне, это очень красиво сделано. Для какой-то, знаешь, изюминки.
Крупный мужчина, видимо, хозяин заведения, вооружившись обаятельной улыбкой, пожал мне руку и представился как Генри. Воротник его желтой рубашки туго обтягивал накачанную шею. За стойкой трудилась пышная дама в фартуке. Пышная, но я б не сказала. Она очень красиво сложена телом. При моем появлении она на мгновение бросила протирать стаканы и сделала приглашающий жест в сторону пустующих барных стульев. И тут, кстати, будет новелка не из детских. Да, тут будет у нас чуть-чуть 18+. Так что аккуратнее. Генри с энтузиазмом подтолкнул меня плечом, я обернулся, а он только загадочно улыбнулся и предложил посетить бар Ренаты. Встретившие меня люди казались равнодушными и открытыми. Видимо, стандартной неловкости при первом знакомстве удастся избежать. Прекрасно. Мне интересно, они уже на свиданке? Тут котик валяется, прикольно. О, давай с ним. Добро пожаловать. Вы у нас впервые? Вас я бы точно запомнил. Приятно видеть такого приличного человека в нашем захолустье. Спасибо большое, но я ж охренела извините, от голоса такого, от этого баса, я не знаю, хриплости. О, господи боже. Ну, ему явно, может, не подходит такой, как бы, голос. Ладно. Какой был голос, такой есть. Если ты удивился, пиши в комментариях, какая у тебя была реакция. Я чуть не захлебнулась. Меня зовут Генри Ло. Для вас просто Генри. До начала мероприятия почти час, да и наверняка кто-то опоздает. Вы располагайтесь, чувствуйте себя как дома, и если что-то понадобится, обязательно спрашивайте меня. Хорошо. Ладно, я по любому поводу буду идти к тебе. Гостиная в вашем распоряжении. Бар за мой счет. Рената сделает вам такой коктейль, что вам захочется здесь поселиться. А мне правда захочется, или мне просто придется? Это будет вынужденная мера после вашего коктейля. Ну, не знаю. Ну, слушай, мне кажется, он слишком к нам уже начинает подкатывать. Ну, как бы, бар за его счет. Ну, я понимаю, ну, как бы, вам тоже выручку надо, или я так хорошо приглянулась, я такой красивый, статный мужчина, как и вы. Ну, как бы, не с таким, конечно, басом, но тоже неплохим. Представиться в ответ, поблагодарить за прием. Ну, слушай, мы можем как бы и представиться, и поблагодарить. Можем представиться в ответ. Не стоит злоупотреблять гостеприимством. Да я хотела там представиться, поблагодарить его, сказать, какая у вас хорошая обстановка. Ладно. Привет. Вы садитесь, садитесь. Что-то больно вы серьезны для нашего заведения. Я так понимаю, вы прибыли на быстрое свидание? Меня зовут Рената. Я буду сегодня помогать в их проведении. Ну, могу сказать, что озвучка, да, здесь не очень сделана. Качество озвучивания не героев, а именно микрофона и тому подобное довольно плохое, потому что мы слышим, например, вот эти всякие... Вот это, жевание всякое, цоканье. А этого, по идее, не должно быть. Как у нас было в «Зайчике», у нас такого не было. У нас был чистый голос, чистый. А вот здесь, да, немного с этим, ну, как бы, не доработали. А знаете, сидел тут до вас турист, смурной такой, неприветливый, все думал о чем-то, да репку свою почесывал. Вот, видишь, слышишь? Там есть все равно эхо. Этого не должно быть. Если уж тут как бы новелла и озвучка, ну не должно быть такого. А я ему и говорю, у тебя, милок, рюмка опустила, может, еще одну? А он глазенки выпучил на Акелемур. А зачем мне вторая пустая рюмка? Такие вот кадры по земле бродят. Сколько живу, никак надевиться не получается. Кстати, о стаканах да рюмках. Вам чего плеснуть? Ну, давай чаю.
Горячий чай согрел меня, и внутренняя напряженность, которой я не придавала особого значения, постепенно уходила прочь. Ни к чему злоупотреблять перед свиданиями, хотя, судя по лицу Ренаты, она была не согласна, но все равно продолжала сыпать барменскими шутками. Конечно, это часть ее работы, но мне казалось, что и в быту Рената не теряет своей жизнерадостности. Я поблагодарил ее за чай и компанию и вернулся к изучению обстановки. Так, что у нас тут есть? Напиваться до свидания не входило в мои планы, да и подъем через лесной массив слегка меня утомил. Я остался сидеть на свободном диване, отметив отличное качество обивки и гармонично сочетающийся с мебелью интерьер. Мне было чем занять свои мысли. Уж не помню, когда в последний раз я ходил на свидание. Может, стоит разработать хоть какой-то план на случай, если разговор не пойдет? Хотя неизвестно, какие сюда ходят девушки. А может, они все разные? Тогда, наверное, стоит думать о себе, о том, как правильно себя подавать и вести. У одной из стен стояло широкое трюмо, в котором я разглядел кошмарный бедлам на своей голове. Ветер разметал и без того непослушные волосы. Хорошо хоть заметил. Мой дедушка называл такие прически «взрыв на макаронной фабрике» или «заходи ко мне в пещеру». Вау! Ну, вот этим я первым тоже пользовалась, да. Но «заходи ко мне в пещеру» — это звучит что-то слишком пошло, вы чё? Кое-как, поправив волосы, я со всех сторон осмотрел свой образ и вернулся к ожиданию на диване. Слушай, ну, тут очень интересненько, дверь все еще мигает. Мы можем к ней пойти, мы можем с ним поговорить, но нам сказали не злоупотреблять этим. Тогда пошли отсюда. Я заметил, что ветер усилился, и на горизонте показались первые тучи. Похоже, собирается гроза. В наших местах явление исключительно редкое. Поймав мгновение тишины, я расслышал шум разбивающихся о скалы волн и клекот одинокой чайки. А ведь многие жители ни разу в жизни не посещали это место, не видели маяка, не вдыхали морской бриз. А теперь у тебя появилась возможность тут побывать благодаря таким, так сказать, свиданкам, мероприятию. Ты увидел такую красоту. Как оказалось, не только я вышел подышать свежим воздухом. Мужчина в брюках с подтяжками облокотился на фасад крыльца, а у обрыва читал книжку молодой человек в длинном черном пиджаке. Я поспешно стер воодушевленную мину с лица. А теперь нам надо подумать, что делать. Давай поговорим с мужчиной. Судя по бесстрастному выражению лица и крепко сжатой челюсти, мужчина явно был не в духе. Возникло двойственное ощущение. С одной стороны, он производил впечатление сильного, уверенного в себе человека. Но с другой стороны, походил на недовольного мальчишку, которого заставили пройти с мамой по магазинам. И вот он уже 10 минут стоит у стенки здания и не понимает, а зачем он тут нужен. Вы тоже на быстрые свидания? Надеюсь, у вас веский повод, ибо я ума не приложу, зачем они мне сдались. Слушай, я только что поняла, что ты не видишь лица его, и мне очень понравился его голос на самом-то деле. Вот, глянь на него, видишь, какой красавчик? Видишь, какой красавчик? Классный, да? Может, я тогда чуть-чуть перемещу свою моделечку и чуть-чуть... Давай сюда, ниже. Типа вот, давай вот так вот, может? Как-то. Просто не знаю, я в этом не спец. Давай как-нибудь, ну, вот так, чтобы хотя бы его сейчас было видно. Вы хоть уйти можете, а вот я обещал своим коллегам, что доживу до конца. У меня отпуск, и вот куда все это привело. На быстрые свидания. Представляете, они мне говорят: Джастин, а слабо на быстрых свиданиях побывать? Вот так и поспорили с ними на бутылку виски. На бутылку виски? Ну, надеюсь, это хорошая хотя бы бутылка виски. Так как вы здесь оказались? Только не говорите, что всерьез верите, будто на подобных мероприятиях можно встретить ту единственную. Если только найти с кем поразвлечься. Ага, наверное, так и будет. Скорее, тут вряд ли можно найти единственную. И, кстати, еще один минус заметила в этой озвучке. У всех
громкость озвучки разная. У него она очень громкая, чем у прошлых. А так, с тем же успехом можно ехать в пустыню за льдом для виски. Да, не спорить и сгладить углы, возразить и высказать свою позицию, согласиться ответить прямо. Мурящаяся погода прекрасно гармонировала с его настроением. Вот кому действительно не помешает пара стаканчиков горячительного. А почему мы не говорим то, что мы им говорим? Почему нам не показывают диалог, как мы ему, например, отвечаем? Не прикольно. Похоже, он действительно заложник ситуации, но ведь кроме самих свиданий здесь только красоты. Сняв белую шляпу, мужчина критически осмотрел ее со всех сторон, словно и она в чем-то ему провинилась. А теперь давай-ка перееду я обратно наверх. Так, все, я четко переехала наверх. Нет, я не четко переехала наверх, чуть. Вот так вот. Ну, вроде сойдет, нормально. Так, давай-ка пойдем к обрыву. Ну, бросаться, конечно, не будем, но посмотрим, что здесь. Спускаясь по сильному откосу, я обратил внимание на человека, стоящего на краю обрыва. Там царил жуткий ветер, и мне стало интересно, почему он решил почитать именно здесь. Припитавшие страницы создавали неудобства, и книгу приходилось удерживать двумя руками. Только он то и дело поправлял, и мне даже захотелось прикрыть его от ветра, дабы подарить хотя бы минуту спокойного чтения. Когда я подошел, он окинул меня взглядом, от которого, признаюсь, на миг стало не по себе. Добрым его не назвать, хотя откровенной враждебности я не почувствовал. Взгляни вниз на нас. Мы на краю бездны. Страх. Ты чувствуешь его? Я не о какой-то акрофобии, я о страхе своих собственных мыслей и желаний. А теперь стало мне не по себе, у меня аж сердечко забилось сильно. Серьезно, теперь у меня какой-то страх от этого Роберта. И, кстати, он выделен. А какие-то вот эти ключевые персонажи, я так понимаю, они выделены. А тот был на пофиг. А вот этот именно выделен. Но он и тронул мое сердечко сейчас. Все мы хоть раз думали о том, что таится за чертой. Один шаг, краткий миг полета, и вот ответ, так долго мучивший нас. Это словно наваждение, мания, она растет с каждым днем. Я поняла, что мне пробрало. Озвучка офигенная. Этот человек офигенно озвучивает. Только Ладно, простите за этот нуар. Я, кстати, Роберт. А, тебя удивляет книга? Мне очень нравится его озвучка. Ты чувствуешь, сколько чувств в них вложено? Вау, он крутой, он крутой. Он заметил мой взгляд. Понимаю твое недоумение. Жизнь течет, и надо столько успеть. А если не прыгать выше головы, то так и будешь барахтаться в той социальной канаве, куда тебя определило при рождении. Угу. Блин, мне нравится этот человек, который озвучит. Прям бомба. Согласиться прокомментировать, спросить о книге, отойти от края, расспросить о причине мрачных мыслей. Так, если не прыгать, куда тебя определил прожить? А если не прыгать выше головы, то так и будешь барахтаться в той социальной канаве, когда тебя определили. Не согласна. Не согласна. Обычные мысли, присущие каждому. Просто не всем хватает смелости их озвучить. Хотя бы самому себе. Смотри. Роберт. Она штучка. Мужчина с серебристыми волосами, высокий, худощавый, одет в длинный черный плащ, который словно плавал за ним при каждом шаге. Он говорит витиевато, я не знаю такого слова, словно играя словами, и при этом иногда неясно, оскорбляет он тебя или хвалит. Скрытный и таинственный, он держит свои чувства под контролем. Его одиночество – это его защита. Кажется, что его заботит только его собственная шкура. Обладая острым чутьем и умением читать людей, он никогда не подает виду, всегда смотрит мир искоса. Так, что у нас с Джастин? О, у нас с ним получше даже вылились общения, но с ней у нас не очень.
Им еще хуже. Понятно. Надеюсь, я вас не испугал? Сейчас боятся каждого шороха. Камеры на каждом углу, полицейские, фонари освещают город так, что не замечаешь смены дня и ночи. А люди продолжают опасливо озираться и ускорять шаг, если по их следу бредет неизвестный. Есть такие странные люди, общение с которыми оставляет осадок, и хочется то ли залезть под горячий душ, то ли напиться. Не, ну от него мне не хочется напиться. Он... Есть у него какая-то, на самом деле, нотка этой философии правдивой. Просто она... не пессимизирована и не оптимизирована. Оптимизирована. Оптимистичирована. Поехали дальше. Что угодно, чтобы не засыпать с этими мыслями, а проснувшись, не вспоминать эти разговоры. Я приподнял воротник куртки и взглянул на наручные часы. И нам, походу, пора отсюда. Время летит очень быстро, я даже не заметил, как туристы покинули ресторан, и дамы заняли их места. Я быстро пробежался глазами, насчитал 4. Кто-то опаздывал. Рената заискивающе наблюдала за происходящим и, казалось, была даже более заинтересована, чем сами девушки. Генри дождался, пока вернутся все парни, и, выйдя в центр зала, громко поприветствовал собравшихся. Прошу капельку внимания. Леди и джентльмены, меня зовут Генри Лок. И я искренне рад приветствовать вас в моем ресторане. Во всем городе вы не найдете лучше места, чтобы отдохнуть душой и телом. К вашим услугам шикарный бар, роскошные комнаты, аутентичная обстановка и, конечно, замечательные люди. Да, коронку поправил и пошли дальше. Вам наверняка уже не терпится начать, а потому я напомню вам, как устроен процесс. Для начала леди рассаживаются за столики. У каждой пары будет 10 минут на общение. 10. Вы рассказываете о себе, отвечаете на вопросы, а затем передаете слово партнеру. Начинают, как правило, девушки. Все ли готовы? Может, у кого-то остались вопросы? Да. Можно спросить? А, ты мальчик или... Окей. Молодой парень в наушниках поднял руку вверх, будто вновь оказался за школьной партой. А если мы друг другу понравимся, можно уйти сразу? Лично ты можешь уходить прямо сейчас. А почему это прозвучало так, как будто Александр сейчас ревновал этого Мартина? Серьезно, почему так медленно и с такой интонацией ревности, возбуждения он это произнес? Что здесь происходит? Я уже что-то замечаю странное. Ладно, просто, видимо, тут неопытный озвучник. Господа, у каждого в зале равные шансы, поэтому обязательно надо дождаться окончания всех свиданий. Генри выдержал небольшую паузу. Давай мышку прям. Озвучка не будет? Пользуйтесь этими минутами с умом и не проморгайте свою любовь. Ну, простите, я не могу озвучивать как мужик с таким басом. Могу как старый дед. Ой, пятерка. Девушки стояли в ожидании, пока парни займут свои места. Места за столиками. Запятую пропустили, походу. Мне достался дальний столик по центру комнаты. Худенькая девушка в розовом свитере, немного сгорбившись, неуверенно подошла к столику. Она озиралась по сторонам и казалась растерянной.
Ее круглые большие очки дополняли ее образ беззащитной принцессы, и мне придется поддержать ее, ведь всегда сложен самый первый опыт. Хотя и мой опыт был бессомнительный. Оу, но она кажется очень миленькая, хорошенькая. Она села напротив. Здравствуйте, это ты тут ищешь самого симпатичного парня? О, господи, что за лютый подкат начались? Да подождать, пока девушка сама начнет разговор. Девушка, непонимающе, уставилась на меня, потом засуетилась и вытащила откуда-то тряпочку и, сняв очки, начала протирать линзы очков. А ты могла перед этим это сделать? У нас всего 10 минут. Без этих округлых пластинок на лице ее лицо приобрело немалую привлекательность. Но секунды спустя она, вернув очки на переносицу, снова превратилась в девушку в беде. Вроде так говорят про таких, как она? Ее неуверенный голос прервал мои размышления. Да. Добрый день. Я это... Кто ты? Сказав это, она опустила глаза в пол. Для нее данное мероприятие сложно дается. Решив более не давить на девушку, я взяла инициативу на себя. Озвучки тоже не будет? Я Хью Браун. А тебя как зовут? Я Аманда. Аманда Роуз. О, красиво. Нашу игру в стиле Джеймса Бонда она встретила улыбкой. Первый ход был сделан. Я приблизил стул к столику. Аманда немного смутилась и вновь скорректировала свои очки. Этот жест она повторяет не в первый раз. Возможно, это помогает ей справиться со стрессом. Мне просто показалось, что я тебя откуда-то знаю. Но я, видимо, ошиблась. Знаешь, а у меня тоже подобное ощущение. Правда? Ах, я уж думала, я одна тут такая. Вообще, я верю во всякие паранормальные явления и чудеса. Вот, например, у тебя когда-нибудь сбывались сны? Ой, божечки, она сумасшедшая. Давайте не будем выбирать сумасшедшую заранее, хорошо? То как она так умудряется перескакивать с темы на тему? Но я все же рад, что она ответила на мою инициативу. Сны тяжело трактовать, они часто объясняются наоборот. Да и мне часто снятся вещи сны. Да, недавно мне снилась осень, и вот она наступила. Да! Вот. Аманда, по всей видимости, решила, что я достоин ее внимания. +1? В смысле +1? Я наоборот хотела ее подчеркнуть, что она сумасшедшая, а не подружиться с ней. А может быть, она просто расслабилась после моего ответа про сон. Вдохнув воздуха в грудь, она вдруг затараторила так быстро, что я не успевал вставить ни одного слова. А мама моя говорит, что это все глупости. Мы сами должны строить свою судьбу. Представляешь? Да. А как ее строить, если я как в темнице? Вот мои подружки, они уже нашли себе парней. Но поскольку я вижу, кажется, у нее синяки под глазами, значит, она просто ночами сидит и читает книжки, или играет, или верит во что-то паранормальное. Ну, поэтому понятно, почему ты можешь с ним. Тебе парня не знаю. Нет, ты не подумай, что я чего-то там. Я не это совсем. Я просто даже не могу на обычное свидание-то пойти. Родители не отпускают. Как тут можно говорить о судьбе? А как ты вырвалась сюда? Мама-то моя вышла замуж за папу в моем возрасте, и никто ей не мешал. А я так и буду учиться в художке и останусь одна денешенька, потому что на моем курсе только девушки-то и учатся. Так. Я узнала, что она хочет найти себе парня, но родители не отпускают ее на обычное свидание. Поэтому она пришла на быстрое свидание? Или я что-то упустил? Она продолжила. Я стану той девой, у которой будет 10 кошек. Хорошо. Нет, я котиков люблю, но не столько же. У меня, кстати, есть кот. Его зовут Пушистик. Представляешь, на днях он залез. Следующий. Аманда говорила, но я уже рассеянно слушала и просто рассматривал девушку. У нее были красивые длинные волосы, собранные в скромную прическу с хвостиком. Такую прическу обычно выбирают, чтобы волосы не пачкались. Думаю, это связано с ее увлечениями.
Аманда вытащила откуда-то из глубин своего розового свитера смятый альбомный листок. На нем был нарисован высокий черный дом с открытым окном. На улице она изобразила дождь, а у подножия дома прорастал алый цветок. Вот такое я сегодня увидела во сне. Как ты это объяснишь? Я и не астролог, и не экстрасенс, и не шарлатан, я не знаю. Это послание не так просто расшифровать. Не переживай, сегодня суббота, а сны в субботу не сбываются. А этот цветок, он так же прекрасен, как и... Не хочу я к ней подкатывать. Аманда немного расстроилась и убрала рисунок. Я осознал, что повел себя эгоистично, надо бы это исправить. Да не надо! Не надо! А что ты рисуешь? Ой, я часто рисую драконов. Они такие милые. Согласись, это такое существо непонятное. Они есть в виде змеи, с 3 головами, с 1 головой, с 4 головами, с длинным хвостом, с коротким хвостом, с большими крыльями, крыльями маленькими. Аманда иногда заносит в какие-то фантазии и сказки. Но было в этой девушке что-то неуловимое, беспомощное. Что-то, что вызывает в мужчине желание защитить ее. Внезапно она замолчала и пристально посмотрела на меня. А ты один у родителей? Это за взгляд у нее. Нет, у меня есть сестра, которая все время хочет меня женить. Меня воспитывали мама и сестра, женское воспитание, моих родителей рядом со мной. Нет. Так, ну, слушай, это можно, конечно, продолжить, но я бы сохранилась на самом деле и на этом бы приостановилась. Не хочется затягивать ролик, хоть и очень интересно. Так что, если тебе понравилась эта игрушка, напиши об этом вообще в комментариях, как она тебе, хочешь ли ты продолжение. И с тебя лайкосик. Если ты здесь первый раз, то с тебя подписочка и колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. Ну все. Так что, все ссылочки на сеть в описании канала. И всем пока.